Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. На острове Змеиный снова установлен украинский прапор. Россиянцев пришлось долго уговаривать добровольно покинуть остров, но Богдана была убедительна, и теперь я почему-то уверен, достаточно длительное время на остров ни у кого не будет территориальных претензий. Там одно время Румыния было дело, хотела пляжик себе там обустроить. Все? Передумали? Также мы потихоньку, хотя и очень медленно, продвигаемся на всем южном направлении. Без лишнего шума отгрызаем обратно то, что по праву наше. Мы все вернем. Все. И Украина будет тем примером для всего мира, на который во веки веков будут указывать правителям всех мастей, что бывает, когда хочется чужого. Грузины наш пример подхватили уже. В Тбилиси десятки тысяч человек со всех регионов Грузии вновь собрались на центральном проспекте Руставели у здания парламента после истечения срока 7-дневного ультиматума, предъявленного властям Грузии. Согласно ультиматуму, премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен был подать в отставку до воскресенья, а правящая партия «Грузинская мечта» объявить о согласии на формирование технического правительства народного доверия с целью выполнения 12 условий ЕС, озвученных руководителем Европейской комиссии для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Пока все проходит мирно, под звуки грузинских и, что немаловажно, украинских песен. Это хороший пример для наших начальников. Что может случиться, если не исполнить взятое на себя обещание и пытаться играть с нацией в кошки-мышки, прикидываясь ветошью? Не отсвечивать больше не выйдет. И ту помощь, которую весь мир обещает Украине на восстановление, распилить не выйдет. Откаты возможны только в сторону донатов на ЗСУ. Но у меня очень плохо держатся в памяти сообщения о помощи лично от наших властимущих. Кто-нибудь из них чем-то помогает ЗСУ напрямую или через волонтеров? Кто-то что-то слышал? Вот Евросоюз собирается выделить 523 миллиарда долларов на реализацию плана восстановления Украины. Сам план будет представлен в ближайшие 2 дня на конференции в Швейцарии. Украинские власти уже обсудили проект восстановления с представителями стран-доноров, в том числе в Евросоюзе. И у многих наших правителей слюнки текут от одной мысли про объемы, ведь обсуждаемый вклад Евросоюза в реализацию плана восстановления Украины может составить 500 миллиардов евро. Это 523 миллиарда долларов. В план войдут проекты в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, диверсификации энергетики. План восстановления страны на 2000 страниц Украина представит на конференции в Лугано, Швейцария, 4 и 5 июля. Европейская комиссия сейчас изучает варианты финансирования в форме грантов и кредитов, а уж грантопилов у нас пруд-пруди, и пруд не нужен. Это первый этап. Конференция для продвижения плана помощи будет созвана Еврокомиссией и Германией в качестве председателя группы 7G7 в начале осени. Чехия, которая председательствует в ЕС в течение полугодия, планирует организовать конференцию доноров в ноябре. В число доноров войдут партнеры Большой Семерки, международные организации, Швейцария и Норвегия. ЕС будет стремиться координировать международные усилия с открытыми каналами финансирования, используемыми США и Всемирным банком. И самое неприятное для наших любителей ставить вдоль дорог щиты с указанием, под чьим именно предводительством проводится тот или иной распил бюджета, так это то, что для Евросоюза помощь Украине должна быть сопряжена с реформами в стране. Статус кандидата на вступление в ЕС, полученный Украиной, предполагает реализацию плана по борьбе с коррупцией, устранению контроля олигархов в экономике и установлению правил отбора судей. Фон дер Ляйен заявила украинскому парламенту в пятницу 1 июля, что демократию в Украине нужно поддерживать на правильном пути, ибо мало победить. Тут пишут, Иран начал толкать свою нефть товарищу Си с большей скидкой, чем русские. А что такое? Процесс ведь логичен. Запад хотел сбить цену на черное золото. Запад сделал. Зрителям только хлопать. России тоже хлопать, но глазками и под душевозбуждающие вопли. Довелось увидеть разбор истинных гуру ситуации по нефти. Если вкратце, Запад плохой, такая себе новость. РФ хорошая. Хорошая пока не вся, а только почти 40 тысяч. Китай лучше всех, и нам никто другой вообще не нужен. Ок. Радовались Аки Рыбки Корму, что из рынков аж 2 варианта – Индия и КНР.
Но цена не просядет, не смейте сомневаться, мол, Запад не хочет брать по нашей цене, ну так пусть и не берет, ведь есть азиатские друзья. Придут, купят и еще попросят. Так и победим загнивающих капиталистов. Одуренный план. Но эта стратегия могла сработать лишь при других вводных. Во-первых, нефть должна везде отсутствовать и быть только на России. Тут-то и проснулся бы экономический спрут. Во-вторых, в Китае и Индии должны сидеть такие точно балбесы. А поскольку азиатских хитрюх кем-кем абаабабами не назовешь, план получился не очень. Ведь те же США бодрячком наращивают добычу нефти. Другие страны реально объединились. Фишка с кризисом 70-х уже не расколола общество на отдельно взятых покупателей. Все помнят, к чему это в прошлый раз привело. Мягко говоря, северный пушной зверек ногами везде ходил. А еще каждая собака на углу возле Уолл-стрит осведомлена: РФ надо сбагрить нефть. Скважину не законсервируешь, иначе появляется риск, что наиграешься ценой и потом не откупоришь свое сокровище. Технология известная, к сожалению, для нефтяного эмира Аль-Пыни, так что ресурс ему надо толкать хоть куда-то. Это влияет на цену. Если позарез нужны деньги, не дадут оверпрайс. Так устроен мир. Кто-то квартиры таким макаром скупает, охотясь на лоты с пометкой «срочная продажа», кто-то машины, а кто-то нефть. Пример из жизни. Футбольный, но экономический до мозга костей. В 2017 году Барселона продала Неймара в Париж за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Круто? Как же круто! Рекордный трансфер в истории спортивной дисциплины. Безусловно, Путин мнит себя шефом Барселоны в то время. Мыслит узко, то есть рюська, Евпатия. Ведь дальше разразилась реальная катастрофа, полностью логичная и последовательная. Продав звезду, Барса вышла на рынок, искала нападающего вместо ушедшей звезды, а время тю-тю, мало его. Тут-то стоимость трансфера сыграла симфонию балабесу по губам. Каждый клуб встал в позу и ломил цену за самого завалящего игрока. В итоге каталонцы еле-еле успели подписать молодого игрока Дембеля из Дортмунда. Времени прицениться не было. Через полгода оказалось, что покупка нарушает режим, жрет пиццу, как студент после стипендии, играет хорошо, но не очень стабильно, смотри пункт про режим. Чудненько скупились. Молодцы. Была капризная звезда, пришла капризная звезда. Сделка века. Ни на что не намекаю, но у России есть ценный ресурс. Но нет времени. Продажи нужны на вчера. Рынок весьма скукожился, люфта нет. Запад разумно выиграл время и оставил дурачков радоваться цене своей звездочки, ведь теперь цена стала приговором. Деньги надо, нефть сбагрить надо, а вместо широкого автобана на рынке узкое горлышко бутылки, нацеленное прямо в русское нужное место. В нашем случае русским не дают даже свободно выбрать бутылку. Сделали иначе. Сейчас Кремль вынужден садиться на первую попавшуюся. Доброго вечера, мы з Ирану. Им Соловьев расскажет, что это такая многоходовочная победа, что даже масштаб сложно осознать сходу. Будут радоваться. Правда, суть победы непонятна и ниже поясницы постанывает. Но ничего, Западу зато стало хуже. Тому, что себе комфортный рынок обеспечил и тихо купит то, что надо. Кризис, но контролируемый. Не по-русски. Не мудрено, что конкуренты уже продают своих нефтяных Неймаров. И нефтяные дембели тоже будут. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24Я Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів з каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.